Страна из красной зоны. Почему российских фигуристов оставили без важных соревнований? Наши спортсмены вынуждены сняться с этапов юниорского гран-при в Куршевеле. Условия французов невыполнимы. Лучшим юным фигуристам России можно только посочувствовать. Из-за жестких ограничительных мер наши спортсмены остались без крупных международных турниров. Все из-за того, что во Франции Россию относят к странам из красной зоны, не признают наши вакцины и требуют сидеть на карантине долгих 10 дней. Чиновники обещают, что талантливые фигуристы не останутся без турниров, но попасть в финал серии им наверняка будет значительно сложнее. А вот шансы американок, наоборот, растут. Российских фигуристов оставили без важных турниров. Вирус продолжает нарушать планы организаторов турниров по фигурному катанию. Юниорская серия Гран-при, которая в прошлом сезоне была полностью отменена из-за вируса, в этом претерпит серьезные изменения. Так, спортсмены из России и ряда других стран не смогут выступить на первых двух этапах серии в Куршевеле. Французское правительство выпустило постановление, согласно которому граждане государств из так называемой красной зоны, куда входит и Россия, обязаны проходить 10-дневный карантин по прибытии в страну. При этом отмечено, что легально избежать ограничений путем транзита через страны зеленой зоны будет нельзя. Исключение сделано только для лиц, привитых одобренной Евросоюзом вакциной, но ни одна из российских вакцин такого статуса не имеет, тем более речь идет о несовершеннолетних. Поэтому наши спортсмены оказались в крайне затруднительном положении. Очевидно, что соблюсти выдвинутые требования в настоящем соревновательном формате у фигуристов не получится. Остаться на 10 дней без тренировок в самом начале сезона – огромный риск. Да и в финансовом плане нагрузка слишком большая. Условия французов невыполнимые. Поэтому наши спортсмены вынуждены сняться с этапов Гран-при в Куршевеле. Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ИСУ Гран-при среди юниоров, в данных обстоятельствах, Федерация фигурного катания России обратилась в Международный союз конькобежцев ИСУ с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии, в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер, говорится в заявлении Федерации. России пошли навстречу. Чиновники Международной Федерации пошли российской стороне навстречу и согласились на изменения в формате серии. Мы вправе ждать большого присутствия российских фигуристов на этапах в Кошице, Словакия с 1 по 4 сентября, Красноярске с 15 по 18 сентября и Любляне, Словения с 22 по 25 сентября. Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку. В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении. Главное, что в ИСУ пошли нам навстречу, и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно, сказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Тем не менее, совсем без сложностей не обойдется. Из-за неопределенности, связанной с вирусом, и большого потока заявок от спортсменов из красной зоны, Совет ИСУ может столкнуться с настоящим логистическим кошмаром. Очевидно, что уровень конкуренции на разных этапах будет заметно отличаться, поэтому критерии отбора требуют корректировки. Давайте дождемся хотя бы того момента, когда этапы Гран-при пройдут. Мы эти вопросы пока еще не обсуждали. Есть определенное понимание, как это будет устроено, но в деталях мы еще ничего не решили. Совещание Совета ИСУ пройдет по окончании всех этапов юниорской серии Гран-при. Мы понимаем, что только по результатам выступлений на Гран-при выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому будем искать другие варианты, объяснил вице-президент ИСУ Александр Лакерник. Шансы американок растут. При изначальном распределении фигуристок по этапам существовала вероятность, что в финале окажутся исключительно россиянки. Теперь же Софье Самоделкиной, Софье Акатьевой, Веронике Жилиной, Аделии Петросян, Елизавете Берестовской и другим фигуристкам, по всей видимости, предстоит соревноваться между собой на этапах серии.
Так работала бы старая схема отбора в финал, но никто ничего не знает о новой. Будет странно, если от основных принципов начисления баллов откажутся в один момент, поэтому преимущество все равно будет на стороне тех, кто займет места на пьедестале почета. В этом плане очень повезет американским фигуристкам, главным соперницам россиянок. Не имея конкуренции на французских этапах Гран-при, они могут обеспечить себе хороший задел. И как будут отбирать финалисток в таком случае – загадка. Но все же хочется надеяться, что права наших талантливых фигуристок не будут ущемлены лишь потому, что они родились в стране из красной зоны.